Надежда на Альфа-4. Вот дерьмо. Мы ждали их откуда угодно. Из космоса и даже из морских глубин. Но они пришли оттуда, откуда мы их не ждем. Из недр земли. Наш десант по большей части пал смертью храбрых. Все военные и административные здания были заняты этими тварями. В частности, мой любимый бункер. Крупнокалиберный переполох. Дело дрянь. Проблема в том, что я вырыл тут себе блиндажик. И этот блиндажик, сраные ублюдки, эти твари, они его заняли. Есть одно преимущество. Когда начинаешь стрелять, громкие звуки, эти твари боятся. Так вот, моя задача спуститься туда. Возможно, я смогу забрать свои шмотки. Вот дерьмо. Да. В воде их тоже предостаточно. Вот так вот. Другое дело. Спустимся, посмотрим-ка. В общем, я туда даже заглядывать не собираюсь. И шмотки я оттуда, судя по всему, не заберу. Вон они, твари. Торчат, гребаные ублюдки. Да подожди ты стрелять. В общем, тут у парня, у нашего подписчика вопрос. Эй, команданты, а кто это все после вас убирает? Я ждал этого вопроса, потому что как раз на медне мне позвонил товарищ и говорит: команданты, стоит сказать парням, что есть возможность очень быстро убраться. Короче, есть такая компания «Клинер Москвы». Сайт будет ссылочка в описании, а по промокоду «Переполох» вы можете заказать уборку на 10% дешевле. Накосячили вы где-то дома или в офисе, в гараже, да где угодно, или что-нибудь случилось с вашей мебелью, они сделают химчистку, все быстро приберут и оплату возьмут только после того, как все сделают. Устранят все загрязнения. Помните, как у Валли? Короче, по ссылочке в описании все, что нужно. Главное, пока я тут развлекаюсь, чтобы основные силы противника не подоспели. Альфа-Омеги. Альфа-Омеги. Прием. Требуется помощь амфибии.
Да, вы все верно поняли. Эта амфибия плавает со скоростью 4 км в час. Да и да, это 2С1, гвоздика. Она же самоходная гаубица. Развивает скорость по шоссе. Но по шоссе у нас никто ничего не развивает, потому что постапокалипсис. 4 человека экипажа, 300 лошадиных сил и 40 снарядов 122 мм в боекомплекте. В момент взрыва 4000 метров в секунду разлет осколков. Такая энергия у него. Есть несколько видов стрельбы, точнее несколько режимов. Если мы скручиваем колпачок, то снаряд 122 мм будет осколочным. Если накручиваем, соответственно, фугасным. Тут есть еще вот такая вот шпилька. Ее, если переводишь с нуля на Z, это замедление. Как раз для фортификационных укрытий, типа нашего ДОТа, где зарылись червячки. Сам снаряд весит почти что 22 килограмма. Вот такой вот у него порох. Здесь, кстати, вот буква N. Это значит, что снаряд нормально заряженный. Бывают еще плюсики такие. Каждый плюсик это плюс 5. Порох выглядит вот так. Он тоже может быть обычным и может быть уменьшенной силой. Чтобы был уменьшенной силой, для этого вскрывается вот эта коробка и убираются пучки пороха. 1, 2, 3 и так далее. Сегодня у нас как раз полный. Основное оружие – это пушка гвоздика 122 мм. По техническим характеристикам и применяемым боеприпасам полностью соответствует буксируемой пушке гаубицы Д-30. То есть это фактически Д-30, только на гусеницах. Гаубица установлена по классической башенной схеме в бронированной башне в задней части машины. Горизонтальное наведение осуществляется поворотом башни с возможностью вести огонь на 360 градусов. Вертикальное подъемом орудия до 70 градусов. Поэтому гвоздика может использоваться и как штурмовое орудие на прямой наводке, и как гаубица закрытых позиций. Заряжание у гаубицы раздельное. Заряжающий кладет на лоток сначала снаряд, а потом гильзу. Заряд пороха и специальный привод досылает их в казённик орудия. Альфа готов. Альфа-самец вот с таким вот огромным, дулом, ясное дело, готов. И шмалять он будет вон туда. Первым делом мы выстрелим осколочным без замедления и рядом устроим пальбу с замедлением. И посмотрим, как будут различаться эти отверстия. А червячки-то немного подпритихли. Их черед следующий. Но сначала я хочу посмотреть, что получилось с попаданием. Это 2 осколочных были попадания. Первый раз я без замедления, а второй раз с замедлением. И вот отсюда, наверное, будет видно лучше. Ясно, что там в червячков уже никто не играет. Ой, молодец, слушай, просто красавец. Вот это попадание от первого снаряда. Осыпалось все так и так далее. А вот здесь снаряд ушел вглубь больше и разорвался уже внутри. И прям горячо тут так стало, что я вижу, что проломало первую вот эту вот огромную часть породы. Но я тут сильно шариться не буду. Как мы помним, эти твари вылазят после контузии достаточно быстро.
Во времена Холодной войны, если бы в Германии подняли по тревоге такую самоходку, то она с одной только дозаправкой и пополнением боекомплекта могла дойти бы до Ла-Манша, потому что запас хода у нее 500 километров. Здесь 6 баков, в совокупности это 550 литров. Кстати, вес самой гаубицы 2С1 самоходной почти 16 тонн. И мне может что-нибудь оторвать, потому что отдача здесь через казенник и так далее не меньше, чем у танка, а даже больше. Некоторые поговаривают, что выносило не только зубы, но и челюсти. Так что в конце программы я могу начать шепелявить. Хотя какая нахрен разница? У нас, как говорится, как на корабле. В основном только моряки, поэтому свадьба бывает крайне редко. Чувствую себя в фильме «Тихоокеанский рубеж». Этакий Пацифик Рим. Тут, блин, больше местечка, и казенник такой огромный, что мне даже страшно. Если он вхерачит куда-нибудь в локоть, его просто нахрен оторвет. Да, пространство здесь чуть шире, чем в танке Т-72Б, но ты управляешь настоящим роботом. Место командира с отдельной башенкой. Место наводчика с его панорамным прицелом и прицелом прямой наводки. Здесь, ясное дело, казенник, который закрывает обзор очень сильно и сильно пугает. Сильно страшит меня эта штуковина. А вот здесь находится человек, боеукладчик или заряжающий. Механик-водитель впереди. А в круговую здесь и находится боеукладка. Когда шарахнешь из этой штуковины прямой наводкой, говорят, может вольфрам сбить. Я не знаю, что это значит на нашем постапокалиптическом, но думаю, что можно получить не одно сотрясение мозга. А я буду стрелять много раз. Эти твари меня конкретно достали. Чтобы червяки не пробрались в мою крепость, надо было укладывать все вот такими камнями. Но их ведь сначала нужно раздробить, чтобы переносить, и все такое. Попробую как раз раздробить вот этот камень 122-миллиметровым снарядом. Триста 30. Неплохо. Хорошая получится тротуарная плитка. Ну, как-то так. Так, что тут у нас? Пытаюсь найти хоть один осколок. И не могу найти. Удивительно. Истина где-то рядом, как сказал бы Малдер, обнимая свою скаль. Вот так вот и в скале можно проковырять было бы дырку. А я как-то там тротилом и УЗМ-кой пытался. Помните, парни, была как-то серия про автобус. Привидение из потустороннего мира появилось в моем убежище. Вот дрянь. И не надо на меня орать! А я не люблю, когда кто-то посторонний
появляется в моем убежище. Так вот и сейчас. Мало что изменилось. Новая серия, новая пушка. Очень крупная пушка. Гвоздика. Это, конечно, не гвоздика, но цветочки я, можно сказать, принес на могилку этих червей. И тут я их оставлю окончательно, потому что здесь я их расхерачу по полной катушке. Одно попадание, один снаряд, одной плиты в минус. Помните, как в фильме «Грань будущего»? Пам-пам-пам-пам! Ага. А червячков-то и след простыл. Я не стал мелочиться в этот раз. Из 2С1 гвоздика высадил сразу же 2 гвоздиками. Они как гвоздь впечатались этим гребаным червякам или арахнидам, как их тут. И вот что мы видим. 2 плиты в хлам. Я стрелял одновременно 2 без перенаводки, и они попали в одну плиту фактически. Бам и бам. А ведь когда началось все это мракобесие, начиналось все достаточно наивно. Масочки, ковид, инфекции. Ну а потом человечество разогналось. И в ход пошли сценарии Стивена Спилберга. Блиндаж я разнес в щепки. Это значит, что всем червям, кроме одного, там один ползает. Но я с ним сейчас еще разберусь. А вот внизу, там до хрена видел я клешней, когда проходил вон там, вон сверху, когда ставил свой iPhone. Поэтому сейчас из САУ 2С1 гвоздика я захерачу в воду 122-миллиметровым снарядом. Близится вечер. Это значит, что сейчас на улицу поползают и другие твари. С вами крупнокалиберный переполох. Подписывайтесь, ставьте лайки и... слизнячок, ты еще живой. Это ненадолго. Другое дело. Не переключайтесь. Команданте, тебе уже черви мерещатся. Совсем заскучал без меня. Похоже, мне надо возвращаться.